Вы будете в шоке, но Дональд Трамп, несмотря на весь свой капитал, питается самым обычным фастфудом. Сегодня я сравню предпочтения Путина и Трампа, а также расскажу все секреты о том, кто именно готовит первым лицам государства их любимую еду. А в конце ролика вы узнаете о том, чем приходится питаться Дональду Трампу во время поездок. Приятного просмотра! Кто работает на кухне Путина. Наверняка вы знаете о том, насколько опасна должность президента. Каждый день за первыми лицами государств охотится огромное количество недоброжелателей. Из-за этого охрана буквально день и ночь следит за безопасностью. Не говоря уже о том, что на кухню допускаются только специализированные, обученные и самые доверенные лица. Я вот решил узнать, а как именно питается Владимир Путин, а после сравнить с тем, что больше всего любит бывший президент США Дональд Трамп. И вот какие удивительные факты я нашел. Например, вы знали, что еду для первого лица России готовят на специальной кухне при ФСО? Да, я уже говорил об этом, но тогда эта тема прошла мимо вскользь. Сейчас я бы хотел подробнее рассказать о всей внутренней кухне. В общем, к приготовлению пищи, как вы уже могли догадаться, допускаются только настоящие эксперты. При этом за ними все время наблюдает охрана. Более того, прямо перед подачей блюд на стол они проходят контроль качества. Есть отдельные люди, которые проверяют еду на наличие в ней яда, а также своя лаборатория. Вообще, эта информация звучит весьма конспирологически, но я могу вас заверить, что с большой вероятностью так оно и есть. Почему? Да все на самом деле просто. Ведь, как я уже говорил, президент всегда подвергается высокому уровню угроз. Кстати, сами повара настолько приближены к Путину, что некоторые из них становятся его друзьями, что больше всего любит Путин. Друзья, а кухня какой страны вам нравится больше всего? Лично я просто обожаю восточную и азиатскую еду. Поэтому я регулярно хожу в разные рестораны и пробую что-то новое. И я, если честно, не завидую президенту Путину. Ведь он не может просто так взять и пойти в ближайшее кафе, чтобы перекусить чем-то вкусным. А вообще ему это и не нужно. Почему? Тут все дело в личных предпочтениях. Из интервью бывшего шеф-повара Кремля Анатолия Галкина я узнал, что Путин предпочитает самые обычные, простые и полезные блюда. И почти все они относятся к традиционной кухне. Например, Владимир Владимирович чуть ли не каждый день ест каши. Его самые любимые готовятся из риса, гречки или пшена. Кстати, по какой-то причине Путин не любит овсянку, хотя, как по мне, это самая вкусная каша из всех возможных. Но, как говорится, на вкус и цвет. Ну а чем завтракает президент России? Обычно в первый прием пищи как раз и входит каша. Помимо этого, Путин любит покушать с утра фрукты, сухофрукты или же сырые яйца. А в качестве напитка идет самый обычный зеленый или травяной чай. И, честно говоря, такое питание дает о себе знать. Если вы не знали, Путину уже 71 год, а выглядит он весьма свежо. Возможно, все дело именно в правильном питании. Хотя, лично я бы не смог жить в таком режиме. Вот как можно начинать утро без кофе, жареного бекона, ну или на худой конец йогурта с яблоком и бананом, а какой бы завтрак предпочли бы вы? Основные блюда и десерты. Что-то я немного отвлекся от главной темы. Как вы думаете, что больше всего любит Путин, мясо или рыбу? Однозначного ответа на этот вопрос я, к сожалению, дать не смогу. Дело тут в том, что Владимир Владимирович любит как морепродукты, так и мясные блюда. Например, Путин очень сильно любит уху по-царски, а из мясных блюд предпочитает баранину. Тут, конечно, я поддержу его выбор. Звучит весьма аппетитно. Но вот чего я понять не могу, так это то, что Путин почти не ест сладкого. Вы только представьте, у вас есть доступ вообще к любой еде и блюдам. Можно есть сколько угодно вкуснейших тортиков или же сладких снеков. Но нет, Владимир Владимирович всеми этими привилегиями не пользуется. Почему? Поговаривают, он просто не любит ничего сладкого. Но все-таки есть одно блюдо, от которого президент России без ума. Самое обычное мороженое. Да-да, не стоит удивляться. На самом деле, у меня есть идея, почему его выбор пал именно на этот продукт. Скорее всего, дело в том, что в СССР, когда родился и рос Путин, не было такого большого разнообразия в сладком. Все, что можно было приобрести, шоколад да мороженое, а остальное приходилось готовить самим. Вы сами можете проверить эту теорию. Вот сколько ваших бабушек и дедушек, которые росли во времена Советского Союза, стали сладкоежками. Лично у меня все родственники примерно того же возраста не очень-то любят сладкое. Так что вполне возможно, что причина именно в этом. Хотя я могу ошибаться. Пишите в комментариях свои мысли на этот счет. Алкоголь – новые блюда. А теперь давайте поговорим, пожалуй, о самой интересной теме.
время. Пьет ли президент России алкоголь? И тут я могу вам однозначно ответить: конечно. Правда, не так, как вы думаете. Дело в том, что, по сути, эта должность требует постоянно держать себя в руках. Работа президента длится 24 часа в сутки на протяжении всего срока исполнения обязанностей. Так что Путин почти не употребляет спиртного. Лишь на различных официальных мероприятиях ему подают напитки с минимальным содержанием спирта. Что именно? Ну, к примеру, смесь шампанского с лимонным соком и водой. Звучит не очень вкусно, но я и не пробовал. Обязательно продегустирую данный напиток когда-нибудь. Так что вы никогда не увидите Путина в состоянии алкогольного опьянения, что на самом деле очень даже хорошо. А что насчет еды во время поездок? Владимир Владимирович никогда не отказывается попробовать что-то новое. Он всегда относится с уважением к культуре и традициям страны, в которую он приезжает. Понятное дело, готовят блюда ему под четким присмотром ФСО. Охрана также проводит все необходимые проверки и испытания. Но и это не мешает ему опробовать что-то новое. Вот вы знали, что во время деловой поездки в Южную Африку Путин попробовал самую настоящую страусятину? Я лично об этом не слышал. Интересно, а каково мясо этой птицы на вкус? Питание Трампа. Думаю, я рассказал вам уже все, что только известно о питании Путина. Если бы я работал на его кухне, то обязательно поделился куда большим количеством секретов. Ну а сейчас я бы хотел перейти ко второй, не менее интересной личности, Дональду Трампу. Вот вы знаете, чем именно питается президент Америки? Кажется, что все должно быть на уровне с едой в России. Но это совершенно не так. Вообще, в некоторых странах есть четкое убеждение о том, что все американцы просто обожают фастфуд. Будто поголовно все население питается в Макдональдсе, KFC и других подобных заведениях. И только высшее руководство страны и очень богатые люди могут позволить себе правильное питание и походы в дорогие рестораны. На самом деле все это чистая правда, ведь цена на еду в крупных фастфуд-сетях очень низкая, а правильное питание слишком дорогое. Но вы будете в шоке, когда узнаете, что все это никак не касается Трампа. Вообще у меня сложилось впечатление, что Дональд какой-то бунтарь среди всех остальных лидеров государства. Вот вы можете себе представить, чтобы лидер вашей страны питался бургерами и диетической колой. А ведь все это действительно про Трампа. Он просто обожает фастфуд, а еще он питается весьма простой и незамысловатой едой, которая чаще всего не очень-то полезна. Но почему так происходит? Давайте об этом поговорим подробнее. Строгие стандарты в крупных сетях. Вообще, я могу понять, из-за чего Трамп предпочитает Макдональдс и другие крупные сети. Все дело в том, что на их кухне есть весьма строгие стандарты качества, так что вы с наименьшей вероятностью получите отравление, если съедите какой-нибудь чизбургер, а из-за того, что эти компании настоящие гиганты, к ним приковано особенное внимание правоохранительных органов. Из-за этих строгих стандартов качество пищи в заведениях на очень высоком уровне. Так еще и готовят все эти блюда очень и очень быстро. В общем, Трамп в этом плане весьма прагматичный. Ему не нужно тратить кучу времени и денег на собственную кухню, а достаточно лишь послать курьера за свежим Биг Маком в ближайший Макдональдс. Еда будет готова очень быстро, она будет свежей и безопасной. Если, конечно, курьер не попадет в аварию. Кстати, а что делать, если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Предпочтение Трампа. Но что больше всего из еды и напитков любит Трамп? Ах да, я уже озвучил одно из его самых приоритетных блюд. Это обычный Биг-Мак. Но помимо этого, бывший президент США регулярно заказывает себе филе-о-фиш, а также курицу из KFC. У меня остается лишь один вопрос. Дональд предпочитает острую версию курочки или все же что-то нейтральное? Ведь от острого потом может крутить живот. Настоящий вопрос на засыпку. Кстати, Трамп весьма часто пропускает завтраки. И тут я его понимаю, ведь не всегда с утра есть аппетит. Но если он все-таки решит перекусить, то в его меню обычно входит бекон и яичница, будто бы он живет в голливудском фильме, не так ли? А что насчет обеда? Обычно Дональд проводит его прямо за своим рабочим местом. Действительно, зачем отвлекаться от важных задач, когда письменный стол может быть и обеденным? Ну а одно из его любимых блюд для ланча стали бутерброды с мясным рулетом. Боже, этот мужик настоящее олицетворение плохого питания. Ну а в вечернее время настает момент ужина. И кажется, тут нужно перекусить чем-то легким, чтобы не нагружать организм перед сном. Но не тут-то было. Трамп предпочитает поужинать стейком хорошей прожарки с кетчупом. Удивительно, какие же у него все-таки вкусы.
сладости и напитки. Кажется, если в его рацион добавить побольше сладкого, то, исходя из описания, мы бы получили не миллиардера и президента одной из главных стран мира, а самого обычного американца с лишним весом. Кстати, насчет десертов. Я нашел информацию о том, что Трамп просто без ума от вишнево-ванильного мороженого. Ну, хоть тут он чем-то похож на президента Путина. Правда, на этом его предпочтения не заканчиваются, ведь Дональд еще любит конфетки Сис Кэндис. А что по напиткам? Нет, этот парень точно продал душу дьяволу. Ведь с таким питанием он точно должен был бы страдать от ожирения. Вы только вдумайтесь. Трамп выпивает до 12 банок диетической колы в день. Многие эксперты говорят о том, что это не самый лучший выбор для здоровья человека. Хотя тут и эксперты не нужны, чтобы понять, что это очень и очень вредно. Как его только сахарный диабет не стукнул. Но я все же отдам должное. Трамп не употребляет алкоголь. Совсем. Я буквально не нашел информации о его предпочтениях в спиртном. И это очень весомый плюс в его счет. Правда, все остальное дает такой жирный минус, что перебить его просто невозможно. Ладно, мне нужно успокоиться. А как вы думаете, нормально ли так питаться президенту? Интересные привычки и другие страны. Но вот за что я совершенно не уважаю Трампа в плане еды, так это за его нетрадиционные привычки. Ладно, еще большое количество фастфуда. Ладно, огромное число банок колы в день. Тут я соглашусь, ведь это весьма вкусные блюда. Но чтобы не доедать корочку от пиццы, да такое совершенно непростительно. Да-да, вы не ослышались. Трамп из тех ребят, кто ест только начинку. Лично я считаю это кощунством. Недаром создатель пиццы сделал ее именно с таким бортиками. Хотя, вполне возможно, пока блюдо проверят на наличие ядов, оно уже остынет. И в таком случае я могу еще понять, почему он оставляет корочку. Но даже так, можно же заказать пиццу с сырным бортиком. Или с мясным. В общем, не понять мне Дональда. А что там с поездками в другие страны? Трампу ведь постоянно приходилось летать в разные концы света. А кухня там совершенно разная. Неужели он, как президент, предпочитал отказаться от угощений, наплевав на культуру и местные традиции? Кажется, такое совершенно невозможно. Но на деле так оно и есть. Дональд Трамп почти никогда не питается местной кухней в других странах. Вот взять, к примеру, его поездку в Индию. В этой стране, как вы можете знать, религиозно коровы считаются священными животными, и употреблять их в пищу запрещено. Поэтому на стол Трампу принесли вегетарианские блюда. И что он сделал? Просто отказался от них, ушел в свой номер в отеле и стал хомячить там бургеры с диетической колой. Да-да, те самые бигмаки, которые приготовлены из говядины. Кажется, это был весьма неприятный поступок с его стороны. Но я могу понять его, ведь, как мне кажется, вегетарианские блюда совершенно невкусные. Конечно, вы можете спорить со мной, но это мои личные вкусы. Хотя я буду рад узнать ваше мнение в комментариях. Итоги. В конце я бы хотел подвести небольшой итог. Лично для меня удивительна персона Трампа. Вы только представьте, ему уже 78 лет. Он настоящий миллиардер и может позволить себе все самое наилучшее, а предпочитает все равно вредную еду. Удивительно еще то, что он выглядит весьма бодро и молодо, несмотря на свой возраст и рацион. Может быть, все дело в климате и в хорошем отдыхе. Иначе я не могу объяснить, почему ему все нипочем. Если бы я так питался, я бы давно превратился в колобка. В то же время у Путина здоровое питание. Он не сильно младше Трампа и выглядит так же хорошо. В общем, удивительная история. Сегодня я рассказал вам о удивительно разном питании двух президентов. Чьи предпочтения понравились вам больше всего? Пишите свои мысли в комментарии. И спасибо вам за просмотр.